Занимаешься бензинками, ездишь на А дизеле? что делать? И ты знаешь, наверное, не сяду сейчас на бензинку. Во-первых, кто это сделал? Кто ты воин? Без катализатора СО2 выше, чем 13,5 практически быть не может. Я знаю, как двигатель работает, как он должен работать. Думал, уже прошли те времена, когда, кидалово, причем конкретное кидалово. BMW. Вот! В 99-м году хотели сделать, чтобы сервисы техосмотр давали. Жадность должна быть жадной. Да, то есть. Ребят, здорово! Всем привет. Мы сегодня с Андреем продолжаем наш новый формат. Едем к очередному нашему партнеру, человека, которого я знаю уже очень много лет. Я помню, я еще учился в школе, а он уже тогда занимался диагностикой автомобилей. Я искренне считаю, что это один из самых лучших электриков в Риге. Мы, наверное, знаем двух таких топовых, да? Да. И оба, кстати, Юры. Юра, привет! Я знаю, что ты нас тоже смотришь, и мы обязательно до тебя тоже доедем. Так вот, сегодня едем к нему, потому что мы каждый день сталкиваемся, что люди не знают, к кому обратиться. А мы себя сейчас позиционируем так, что если человек к нам обратился, он уже не останется на улице. Мы в любом случае, даже если сами этого не делаем, мы хотим его куда-либо направить. И хотим направить именно к тем людям, которые действительно фанаты своего дела, которые делают свою работу честно, которые делают свою работу качественно. И ровно с такими мы хотим работать, работаем и будем работать. Что ты можешь сказать про Юру? Сколько мы с ним уже знакомы? Вот ты лично. Ты же не с первого дня со мной. Я не с первого дня с тобой, но я 13 лет уже работаю с тобой, по-моему. И вот Юру с первого же дня знаю, и даже с самого первого дня даже очень нормальные такие дружеские, теплые отношения, партнерские завязались. И если были всегда вопросы, я мог к нему обратиться, я знал всегда, что он поможет. Там, кстати, надо будет направо. Да. И даже с самого первого дня я уже прекрасно понимал, и я уже знал, что он прям спец по бензинкам. Если какая вопроса по электрике либо по бензинам, сразу Юра, даже без раздумья. Я помню, одно время я даже помнил его телефон наизусть. То есть, если все, что касалось настройки бензинового двигателя, у него есть этот аппарат померить СО2. У него есть огромнейший опыт, просто гигантский опыт. Представляете, я еще лет? Учился в школе. 25-30 лет. То есть я учился в школе, я смотрел на него, думаю, вау, нифига себе, этот человек разбирается в машинах. То есть представляете, насколько... Вот он один из тех людей, которому отдаешь машину в работу, и ты знаешь, что он ее доведет до конца. Я знаю, насколько он бывает упрямый, насколько он работает ради того, чтобы добиться результата, часто в ущерб себе. Направо, да? Да. Часто в ущерб себе, но он делает тачку. Поэтому это один из тех топовых персонажей в Риге, про которого мы хотим вам рассказать. И в рамках нашей новой партнерской программы мы сейчас делаем наши специальные карточки лояльности, и каждый человек, который получит нашу карточку, точно так же сможет получить более выгодное предложение у нашего партнера Юрия. Так что следите за новостями. Я немного сейчас проспойлерил, но скоро будет уже анонс. Так, мы заезжаем. Для нас это место будет... Мы всегда приезжали и становились, как мы умеем. Юра! Доброго времени суток. Как ты меня назвал? Блогер? Рады вас видеть. Здравствуй. Здорово, привет. Opel Mokka. Бензиновая. Какой, наверное, 1.2 мотор? Да, мощи как грязи. Экофлекс. И ты сейчас будешь все ему замерять, да? Да. Часто так приезжают машинки Да. замериться? Да, так, на холостом чудесно. Обороты 2,5, поднимите, пожалуйста. В идеале все по нулям верхнее. Пропускные, соответственно, получается верхняя до 0,2 на оборотах, HC до сотки, это вторая. Ниже пошло 0,16, 0,42, 0,22, 0,16. А вот тут уже зависит от инспектора. То есть, на оборотах там от инспектора, насколько он будет удерживать. Но плохо, да? Нет, то есть вот он в один момент выскочил чуть-чуть, да, то есть если инспектор хлопс в этот момент кнопочку, четко у меня есть палка.
Ну вот, смотрите, да, то есть вот, если ровно выдерживать, да, то есть идет 0,08. На оборотах подняли, вот до 0,59 она подскочила, но потом Снизилось. упала, да, то есть и как бы в проходным трошка будет лучше. Если сильно прогреть ее, то вообще идеально. Сейчас чуть не ехать, сегодня пока холодно. Но по лицу не помню, значит не приезжал, просто записывал. Каен Jettronic. Клиент сказал, что давным-давно, лет 20 назад, сколько, 20? 15, Ну что, 20? да, и у него номер телефона в записной книжке. Да. Да, и сейчас ему с этой машины кто-то дал мой номер телефона, а у него он есть, потому что по Audi 80 ему давали номер. Так что... Потому что никто, кроме тебя, не мог помочь. И ты был единственный, кто помог ему тогда с его машиной. Кстати, вот наша работа, ну и моя, и твоя, это большое... Очень много приходится с людьми общаться и разговаривать. Ненавижу, то есть получается много общаться, да, но хочу только с машинами. Я тебе фотку сейчас свою найду. Сейчас найду, если найду. Ты приколит, да? Это какой год? Здесь вот не написано, но видишь, смотри, еще по номерам телефонов, да, то есть я на Ницгале сработал, это 95-й, возможно. Диагностика Computer Operators. Пога. Я тебе круче покажу, ни у кого нет, а у меня есть. Снимай, сейчас будет бомба. Сейчас ИВМ загрузится. Вот! 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 Ты понял? Ты понял? Такой у меня и у Майкла Джексона. Еще 5 лет назад все думали, что диагностика вот так вот должна выглядеть, пока не привыкли к планшетам. Да, кстати, вот, 5 лет назад это примерно так. А потом появились планшеты. В таком видел. Вон, Ну, смотри. видишь, ну это первое, оригинальное. В 99 году хотели сделать, чтобы сервисы техосмотр давали. И поэтому надо было, чтобы каждый работник, который смотрит машину, имел бы диплом, да, или сертификат. Соответственно, у меня был диплом от Аутокома, да, и от Хермановской, да, то есть от двух заводов я, то есть в одном был, то есть это в Швеции и в Германии. Да, кстати, вот ты сказал, что в 99-м. Это уже в то время думали, хотели сделать, чтобы сервисы давали техосмотр? Да. Зашла фишка того, что сервис, который имеет все оборудование, то есть ты можешь проверить ЦОЦH, да, у тебя есть тормозной стенд, у тебя все работники имеют документ, ну, то есть сертифицированный, да, тогда как бы предполагалось, что сервис сможет делать техосмотр. А что именно, почему оборвали? Почему тему? оборвали? Да. Ну, я думаю, зачем отдавать? То есть, Все верно, да. зачем отдавать кормушку? Риторический вопрос. Я уже знаю, я за это время, раза 3 слышал этот разговор по поводу того, что в сервисы закинут. Но кто отдаст? Да ты что, мы просто чисто... Сколько стоит техосмотр? Там 14 евро за проверку у них, 30 евро за проверку, да? То есть ты посчитай, сколько один человек на одной линии, да, пропускает через себя машин. Да. Давайте, ребят, откровенно, кто тебе отдаст? Сейчас эти еще, деньги? тем более, он с дизелями, полдизеля еще уйдет на мусорку, скорее всего. Ну ты чего, как? Ну, все. Ну а как? То есть, давай, ребят, а как? В моем понятии, вот в моем, да, то есть с моим достатком машина 2013 года это новая машина, да, то есть, в моем понятии, да, не прошла по дымности, конечно, надо смотреть эти машины, чище стало, будем откровенны, да, вот сейчас какой-нибудь старый мэр заезжает, но воняет безбожно, глаза колет, да, то есть в боксе дышать нечем, ты понимаешь, что, правильно делают, что, жесткость какая-то есть, и как-то она все равно должна, Грань. То есть все катаются на этих машинах не потому, что у них в кармане денежка, он пришел, купил новую машину, сел и поехал, да, то есть ему жалко, видите ли, да нет у него просто этих денег, чтобы пойти купить. А что это у тебя тут за машинка, что ты будешь тут делать? Троит. Троит? Сейчас будем искать, почему троит на бензине. Часто вообще приезжают машины, вот, что троят и так далее? Да, вот смотри, вот троил. Да, тоже ЦОЦH не прошел на техосмотре. Гольф троит. Гольф троит, ЦОЦH не прошел. Тоже бензиновый. Кадик
бензиновый периодически не заводится. Volkswagen, хорошая машина. До Салто. До Салто. У меня тут по дням, да, то есть может быть Toyota одни, да, то есть которые не ломаются, да, то есть заходишь 5 штук, да, и ни одна не заводится, да, ну, то есть... Я слышал, что Toyota надежные машины. Конечно. Особенно бензиновые. Вообще, кто бы спорил? Дизеля, Кто бы бензинки спорил? хорошие. Ну, кто бы спорил? Так, ну тогда, как мы уже видим, это у нас Volkswagen Golf, и ты сказал, что она троит. Да. Да? А с чего ты обычно начинаешь работу? Все, я начинаю, я беру прибор, включаю, завожу и сначала смотрю, что говорит машина. То бишь любая проверка начинается с Ну, диагностики. по-любому это все равно правильно. Зачем разбирать ее сразу? Ну, правильно. Когда болит голова, а лезут в задницу, да? Вот. То есть, конечно, понятно, что я и вручную нашел бы ей, почему она троит. То есть, несложно. Ну, по-любому прочитаем, может, скажет что-нибудь интересное. Ну, там Это даже check-engine горит, Абгаз. Ну да, но эти старенькие, они же могут очень просто сказать, что пропуски зажигания общие, да, ну и очень нравится вот Эльчик. Не реклама, но вот если вот у меня сейчас вот есть Тинкар и есть лаунч, и есть Аутоком. Да, то есть 3. Пока этим, вот к этому привык, да, уже. На удобное пользование, да? Он достаточно быстрый получается, да. То есть ты тинг-тинг, и все, да, вот, видишь, пропуски зажигания в первом цилиндре, все, пошли смотреть, что ему там пропуски идут. Было 4, стало 3. Теперь 3, так, как мне тут, я говорю, приедут братцы-блогеры, да, говорит, мне товарищ говорит, ты, главное, свою лампочку не снимай, а то тебя народ не узнает. Часть народа меня не узнает без роба. Да, первый цилиндр. Для приличия выкручу сейчас свечку, посмотрю, да. То есть машинка старенькая. Что у нас? Возможные варианты какие? Вот. Скорее всего будет, если будут знать эти движки, скорее всего будет свечка, забросанная маслом. Скорее всего. Если будет по-другому, я удивлюсь. Ты уже, в принципе, с закрытыми глазами уже знаешь определенные проблемы на каждом моторе. Этих-то движков много. Ну да. О, видишь, как и говорил, заплеванное масло. Грязная. Это что говорит? Что стандартная болячка у этого движка. До свидания, кольца. Поэтому что делается? Вставляется туда другая бэушная свечка. Но так же само мог быть и другой любой цилиндр. И, скорее всего, в других там не лучше. Да. Просто сейчас мы делаем вот это. Потом заведем, если пойдет все нормально, для приличия откроем и какой-нибудь еще. Ну, у этих движков для первого самое легкое дали, кстати. Я уже отсюда слышу, что слышишь? всё, не Всё. троит. Все работает ровно. И Абгасов больше нету. Буквально, 5 минут неполных. Сейчас прочитаем, сотрем ошибочку, потом в реальном времени можем посмотреть. Вот, все, ошибочка стерлась. Но я так понял, это решение вопроса краткосрочное. Если он уже загоняет туда масло, то, скорее всего, Да, там то есть, нужно но это мы чинить. определили, Ну да. в чем беда. Да, то есть дальше уже человек сам определяет, что ему делать. Ну Я говорю, да. по-правильному, но здесь всегда вот именно вот этих движков, вот эта же машина из Германии только что, да, вот то, что немцы катаются по 30 тысяч масла, вот оно у всех. Масло плохо снимается, эти каналы зарастают, маслосъемные, все. Если бы чисто маслосъемники поменять, уже как-то лучше было бы, гораздо лучше было. Ну, сейчас подождем, пока она прогреется, потом в реальном времени посмотрим подачу топлива, замерим ту же самую ЦОшку и все. Да, уже по запаху чувствуешь, что она уже куда? Уже Заработала, проходит. Да, уже она проходит. заработала, да. Что вот такого произошло, что ты решил заниматься вот На электрикой, самом деле, бензиновыми? вообще вышло как? Я-то занимался только движками. Да. Только движками, да. Но опять же, за счет того, что движки пошли опять очень технологичные, да, и их стало легко определять. Вот подключил у всех компьютера, щелк, и, скажем, любому, да, то есть тебе, другому, любому человеку компьютер, да, то есть, а цена у них маленькая становится, да, то есть они уже все практически диагносты. Ну, на
90% угадывают. То есть вот она написала первый цилиндр, он там посидит, поищет там, возможно, да, то есть, соответственно, работы в этой сфере стало все меньше, 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 поэтому по-любому пришлось что-то добирать, да, а так-то только же на движках. Но я всё скажу делать. по опыту, что то, что он пишет по диагностике ошибку, это не всегда является именно проблемой. Это другой вопрос. Да. Это Не уже всегда. Он может писать первый цилиндр, но может быть проблема совсем в другом месте. Он может писать, что проблема там с турбиной, а изначально проблема может быть там в катализаторе. Такое тоже возможно. Ну, смотри, вот. Диагностика точно не показывает. На Поло он ругался пропуски зажигания в первом цилиндре. Да, по факту неисправная форсунка, причем новая. Человек купил новую форсунку бензиновую, вставил ее, и она неисправна. А машина ругалась на пропуск зажигания. Вот тебе и... А как определили? Элементарно поменяли местами с другой форсункой. То есть, ты, опять же, в его ситуации что пришлось? Пришлось проверить компрессию, потому что компрессия у нас влияет на поджиг. Свечи у него стояли новые, катушки у него новые, да, то есть и форсунки он одну менял, и она оказалась бракованная. Но это подстава, конечно, но... Хотя часто приходится переделывать работу за других. Это мои работодатели, я бы сказал, да. То есть нет ничего лучше, когда хозяин полез чинить машину. Это же, святое, да. То есть это же... То есть, понимаешь, вот тут, если бы он починил бы сам, да, то есть мне бы это заняло бы не 5 минут, а полдня. А разница в цене, она же ощутима. Да, потому что он, во-первых, поломал бы половину, да, то есть... А потом бы еще пришел бы со своей диагностикой, что я это смотрел, ты туда не лезь, там все нормально. Я уже перестал верить. Уже все, да. А реально, ты смеешься, да, то есть... Я, говорит, я это проверил, да, то есть там все у меня четко, да, я поменял лампочку, да, то есть и ты такой тык-тык-тык, и полмашины разобрал, то есть... Ну как нет? И в конце, опять же, лампочку долаешь, она не работала, да? А вот сейчас стоишь такой, да, то есть сиденье вытянуто, все вытянуто, думаешь так. Поэтому в 99%, как в любой области, ты просто говоришь, что ты хочешь. Ну, да? говори, есть... что болит. Да, Да, что тебя не устраивает. Не говори свой диагноз, не говори, надо. что болит. Да, ты вот, скажем, к тебе пригнали, да, я что хочу? Я хочу, чтобы машина лучше ехала, меньше кушала. Да, то есть, это что касается вашей области чип-тюнинга, да, то есть все. То есть и уже вы смотрите, можете это сделать или не можете это сделать, да, то есть оно примерно так. Да. Или если можем сделать, сколько это обойдется для того, чтобы сделать? Наверное, так. Вот вопрос. Кто является настоящим диагностом? Вот как должен выглядеть настоящий диагност? Ой, нету однозначного ответа. Вообще нету. Опыт имеет значение. То есть мое субъективное мнение, конечно, но опыт имеет значение. Субъективное, хорошо. Вот как сравнить человек, который только что выпустился с автошколы, да, и твой опыт? Два разных. Настолько разных, я не знаю. Понимаешь, как? По факту я знаю, как двигатель работает, как он должен работать и почему, да, то есть что влияет. То есть ты, много. Понятно, что я много фишек уже современных и не знаю, да, то есть, но концептуально ты же понимаешь, что вот если будет вот это и это, оно должно работать, но чудес не бывает. Смотри, вот сейчас очень красиво видно, что у нас идет вот корректировки, да, по нулям. То есть ничего не меняется. И вот сейчас мы можем замерять. От корректировки вот короткая по нулям рядом, да. И минус 2,3% от А это пределы, в которые он должен не попасть? смотрим вообще. Каких 100% мимо? Да не. На самом деле, чем ближе к нулю, тем лучше, да. Считается в среднем 7% разница, да, Да, то есть не разброс. больше. Да, то есть у тебя нагрузки какие-то включаются, там еще что-то 7-8%, да. Если уже 10, то могут быть и запуски похуже, расход повыше и все остальное. А тебе приходится иногда сдаваться? Вот,
Да, сейчас взял себе за моду. Дело в том, что я меркантильный стал и прихожу на работу ради денег. Да, соответственно, я себе дал задачу, что 2 часа, то есть ты возишься с машиной. Если у тебя даже никаких проглядок нету, да, то есть это как там вот, да, в «Самурае» говорил, да, то есть отложи эту работу, к ней не пришло время. Все, то есть. И нет смысла ни себя мучить, ни человека, да, то есть если я найду этот дефект через неделю или через 2, я, конечно, его найду, не вопрос, да. А кому от этого лучше, да, то есть кто-то за это должен заплатить, да, то есть. Ну вот, смотри, показывал по маслу, вот смотри, HC большой, вот оно, масло, да, и, соответственно, скорее всего, эта машина техосмотр не пройдет. Почему? Потому что кидает масло в середину, это HC. HC это у нас не сгоревшее топливо. СОшка это бензин, подающий. И опять же мы видим по СО2 14,6 сгораемость. Значит, катализатор есть и он хорошо работает. 14,6, потому что без катализатора СО2 выше, чем 13,5 практически быть не может. Лямбда единица, да, то есть это говорит, что оптимальное сгорание. Да, 1,0, то есть, соответственно, машина работает правильно по подаче, все, что у нее есть. То есть под это состояние она, ну, все, что может сделать, она сделает. Ну, сейчас даже ради спортивного интереса мы знаем, что у нас свечка в первом цилиндре маслом заплевывается. Мы туда чистенькую забомбили. И вот сколько он поработал. И можно выкрутить, посмотреть. Не знаю, я обалдею от машин. Вот они честные, да, то есть настолько вот честный аппарат. Вот ты к нему относишься честно. Он... А смотри, а свечка-то не грязная. Она влажная, но сама свечка, да, чистая. Да, то есть это говорит о чем? Что надо вообще посмотреть, если масло у двигателя. И сейчас мы для приличия еще, скажем, 4-й вытянем. Щипчики классные. Опа. Чисто для приличия. В тени полезем, потому что нет необходимости. Ну вот по свечке видно, видите, масло набрасывает на нее. Вот, подзаплеванное тоже. Угу. То есть, ну, мы по ошцам видели, да, что оно большое, да. Опять же, надо учитывать то, что у меня камера сгорания была вся в масле. То есть мы ее завели, то есть пока он выгорит еще и так далее. Ну, вот если взять чисто для техосмотра, да, сейчас туда заливают более загустителя масла, промчались, и в принципе есть шанс, что может пройти. А часто ли тебе пригоняют машины с других сервисов? В основном на другие сервисы, в основном. То есть клиенты, ну как бы есть, но и много их, да, но очень много именно с сервисов, ребят. А часто клиенты жалуются, что их где-то обманули? Последнее время слышу. Очень удивился. Думал, уже прошли те времена, когда, ну, кидалово. Причем конкретное кидалово. Да, то есть, говорят, мне поменяли там что-то. Да, ты вскрываешь, что там народу-то и не было. Да. И такой, как? Вот как это работает? Ну, как? Я вот лично не могу понять. Я, то есть, немножко не могу понять. Ну, у меня вот то есть слишком маленькое это государство, да, или Рига, для того, чтобы ты, то есть, да, ты на человека наварился, один раз поднял, на втором, третьем, да, все, то есть не слишком маленький городок, чтобы, ты ее не сделал, но взял денег, вот это я немножко не понимаю. Пойдем, я тебе покажу работу, вам понравится. Я думаю, вот каждый автолюбитель должен вот сейчас открою капот, должен балдеть просто от сделанного, вот от это. Вот. После электрика приехала? Вот так вот. Вот так. Ну вот как к этому относиться? Вот как вот к этому относиться, да? Ну, кто-то же делал, да, то есть вот оригинальный разъем.
кто-то же так сделал. Да, то есть Ну, тут уже сразу видно работа то- мастера. там тоже все видно, ну, там. А вот это я- решает проблему. Это я немножко упаковал, здесь уже так, просто мне снимать надо было, ну, то есть, Тут тоже все было ну, разбросано. вот так же примерно, да, то есть. Вот вся эта наша работа с камерой, со всем остальным, один из поводов, чтобы вот не было вот таких вот вариантов, чтобы люди действительно Ну, приезжали блин, туда, куда надо. ну как ты сделал так, ну. Во-первых, кто это сделал? Кто ты? Кто ты, воин? Что, под чем ты был, брат? Я говорю, напиши комментарий, если ты делал точно так же. Если ты это делал. А если это делал ты, свяжись с нами, пожалуйста. Мы хотим на тебя посмотреть. Показать вот в гольфе, да, то есть вот, то есть все стоит, все красиво, да, нигде ничего, ну, то есть все проводочки на защелочках, все четко, приятно его чинить. Там страшно задеть, потому что если ты что-то заденешь, оно отвалится. Потом будет как, да, но я же приехал своим ходом, да, то есть ты такой, ну, как бы не поспоришь, да. В вашей работе нельзя дотрагиваться до машины, да, то есть это кучеряво заканчивается. Кстати, а что ты больше предпочитаешь или что более надежные? Атмосферные двигатели, либо, ну, бензиновые, если мы про бензиновые говорим, атмосферные, либо турбированные? Все равно, наверное, надо турбовый брать. Потому что ну, мощность-то какая-то должна быть. Куда на, А мощность – это безопасность. А куда ты на атмосфере, да? То есть ты только объемом можешь, да, то есть атмосферу, да, то есть понятно, если у тебя V12, да, то есть, ну, и то, знаешь, блин, то есть этот V12, да, и тут какой-нибудь склоп на 1.4 на турбе, да, его так щелк, и все. Вот в моем понятии агрессивная езда. Езда со скоростью, не знаю, там, 70 километров, да, по третьей полосе. Да, блин, ну, братцы, ну это агрессивная езда. То есть ты реально... Ты вызываешь агрессию. Она агрессивная. Вот что такое агрессивная езда. Это та езда, которая вызывает агрессию. Да, кстати, ну так и есть же. Ну. Вот у тебя, в принципе, уже богатый опыт, да, уже лет 20-25, Да. даже больше ты работаешь, да. И вот сейчас, вот какие, по твоему мнению, более надежные были раньше, там, ну, возьмем период времени, например, 5-10 лет. Вот раньше или сейчас? Современные, что дизели, что бензиновые, они все равно все малообъемные. Ну, служат свои гарантийные 100 тысяч. Бывает, не все, конечно, прослужили 100 тысяч, но в общем-то, да, то есть. Но сейчас у нас мало бензина приходит, ну вот свежих, если брать. Но если брать свежих, уже мало, но я смотрю, все чаще и чаще люди берут уже бензинки. Ну, более потому что новые, да. запугали, да, ну, будем откровенно, да. 100% могу сказать, что надежность примерно будет одинаковая, что у дизеля, что у бензинки, да. Вот как ты заметил правильно, именно масло и обслуга, да, то есть если ты собираешься, ну, какой-то промежуток ездить, меняй чаще. Что на дизеле, что на бензине, масло это меняй. А дилер сказал 30 тысяч. Но видишь, в Латвии есть подстава с этими 30 тысячами, да, то есть у тебя очень много запусков. Ну, нереально, километраж нулевой, да. Я не знаю, мне от дома до сюда, если на машине приехать, то есть у меня здесь получается 2 километра. Если просто за эти 2 километра 2 раза завести, да, ну то есть... По сути, было бы правильно считать не километраж, а моточасы в Латвии. Моточасы, да. Да, это А было- моточасы, в принципе, никто никак не считает. А как ты его посчитаешь? Единственная по подушкам можно по аэрбэгам высчитать Ну, опять же, тоже зависит от машины. время. Да. Да, то есть есть машины, где показывают время. Я был на какой-то ну, типа группе, где про масла рассказывали. И вот тогда рекламировали то ли Мобил, там, Супер Лонг, там, название это, синтетика, там, ну, круче. Короче, только Да, вареные яйца. Да. Да, детейлинг премиум, да, то есть и вот стоил нереальных денег, да, все это масло, все это классно. И говорю, да, и вот он такой, и вот мы рекомендуем это вот масло менять там каждые 7-8 тысяч. Я говорю, стоп, братан, да, то есть, но завод-изготовитель говорит, что масла можно проехать с 30 тысяч, да. Нет, так проехать вы можете, а работает оно 7. Да, то есть проехать, то есть, и причем вот это был Мобил, да, и, по-моему, Волволина, да, то есть тоже представитель,
но могу ошибаться, да, из представителей, да, но вот кто-то из них говорит, работает хорошо масло, то есть вот у них это пакет присадок, который отрабатывает в себя, втягивает, да, там всякие коррозийные средства, да, смазывающие средства, то есть работает 7-8 тысяч, все, на этом мы закрываемся. А что лучше, карбюратор или инжектор? Конечно, инжектор, 100%. Во-первых, надежнее, да, то есть там многие хаят эти старые КЕ джетроники, да, или К-джетроники. Давайте, ребята, разобраться, да, то есть вот у меня самого БМК была 81-го года на К-джетронике, да, сейчас приезжают Мерсы на КЕшках, да, так это сколько лет? Сейчас 25-й, да, и плюс 20, то есть по машинам по 40-45 лет. И она еще ездит на этом. Понятно, что управляет этими форсунками два датчика, да, температурный и давление в воздух, разрежение, все, типа мапа, да, и температура, больше ничего не надо. Но с другой стороны, если так подумать, да, а что тебе еще больше надо? Ты еще карбюраторы делаешь? Да, да. Но карбюраторы другие ребята лучше делают, да. Но в случае чего ты же... Да, можно, ну, отрегулировать без разницы, там карбюратор старый какой-то. Смотря со всеми вот этими последними событиями по поводу дизелей и так далее, что их нужно уже выбрасывать. И как, по твоему мнению, вот именно что сейчас происходит с бензиновыми тачками? Я думаю, новыми? что все равно переходит все на то, что ехать только гарантию. И выкидывают дизеля чисто из-за того, что они слишком много проезжают. Ну, давай будем, да, то есть, Ну, да. то есть он слишком много проезжает, производителю это невыгодно. 90% латвийцев, у которых, ну, вот старые машины бензиновые, у них у всех газ. Ну, у всех практически. Ну, и если он сейчас даже много катается, и у него 1,2, у него тоже будет газ. Кстати, у этой газ. Ну, жадность должна быть жадной, да, то есть это, ну... И сколько в год он проезжает? Ну так, ты, может, ты знаешь, ты не знаешь. Вот, скажем, если ставит газ, ну, значит, он все-таки ездит на ней. А у меня у родителей тоже был Галант. Они проезжали в год 10 тысяч. Зебра. Они делали... У них была передача, где они сравнивали, что выгоднее, дизель или бензин. И, в принципе, если ты проезжаешь на машине меньше 150 или 180 тысяч, тогда выгоднее брать бензин. Но по Латвии практически, если человек в среднем проезжает 10-15 тысяч, то от дизеля нет никакого смысла. Почему? Ну, в год, смотря сколько Ну, он на я ней будет проезжаю ездить. 5. Это потолок. А у тебя машина какого года? 10-го. 10-го. Ну, потому что хорошие машины делались до 12-го года. Ты на дизеле ездишь? Да. Занимаешься бензинками, ездишь на А дизеле? что делать? И ты знаешь, наверное, не сяду сейчас на бензинку. Вот не знаю, не сяду. Не сяду. Мне уже вот понравилось вот это вот. Низа. Низа, крутящий. Да, это мощность и расход. Крутящий. Если вот поставить точно такой же бензиновый рядом, да, то есть расход будет как минимум в 2+, да, то есть вот при всем этом. Ну, ты же понимаешь, когда ты едешь на 3-литровом, вот, ну, сколько у меня сейчас, наверное, 280, да, ну, где-то. То есть я сейчас вот катался в Латгалии 5 литров на сотку. Ребят, ну, аллилуйя, ну, о чем мы говорим? Ну, бензин бы кушал все 10. Такой же самый, Такой же 3-литровый, 10. Такой же 10, там без вариантов. Не знаю, вот я пока я альтернативы дизелю не вижу. Бензинка, все классно, да, то есть если вот садишься в бензиновую машину, конечно, вибрации меньше, приятнее внутри. Ну, будем откровенны, приятнее, да. Что ты можешь сказать ребятам, которые думают, что бензиновый двигатель их спасет? Даже не буду их переубеждать. Пускай катаются. Время покажет. Еще один вопрос задам. Ну, он такой, отходя от темы. BMW. Да, Что ты про нее скажешь? лучшая машина. Лучшая машина. То есть, не знаю, то есть кайф. Что ты можешь предложить вот сейчас нашим подписчикам, нашим зрителям, даже не подписчикам, а зрителям, а если ты не подписчик, то подписывайся, какое-нибудь такое интересное предложение, именно вот ограниченное количество времени? Ну смотри, давай, пускай будет тот же самый замер ЦОшки. Да, это в принципе сейчас актуально. Да. То есть мы делаем замер ЦОшки, да, то есть если от вас
Пускай будет 50%. 50% скидки. Давай На июль. Давай июль, весь июль. Да? Весь июль. И Да. пускай назовут YouTube JVK. Номер телефона мы оставим в описании. Да. Сегодня подписываться не надо. Никаких лайков, комментариев тоже не пишите. Излишне да? они. Если хотите заглянуть в шапку профиля, не заглядывайте. Да. Там никого нету. Все. Спасибо тебе большое. Все, удачи вам. Слушай, ну давай пару слов о нашей поездке к Юре. Что скажешь? То есть я сейчас больше проникся тем, как он работает. Ну вообще, то есть он, по мне, так он колоссальный красавчик. Максимально много опыта, максимально много скромности и четкое профессиональное хладнокровное действие. Юра знает свое дело, он мастер, и видно по его телодвижению, видно, как он работает, как он подходит к делу. Он знает свое дело, и даже то, что он показал там на другие работы, и то, что сделал он, день и ночь. И, конечно, обидно и печально за тех людей, которые обращаются в сервисы, где их, получается, обманывают. Я же не говорю про все сервисы. Мы начали это дело так, чтобы показать, где реально работают большие мастера своего дела. И, кстати, для меня это один из критериев, вот если так отматывать жизнь назад, Юра один из тех людей, с которым ты по телефону договариваешься о какой-то цене, он говорит, тут попандос похоже, до 300 евро может быть. И ты к нему приезжаешь, и он за пару минут находит дефект и говорит, слушай, с тебя 10, все готово. То есть у человека была возможность, уже договоренная возможность взять с тебя 300 евро, но он абсолютно честно, без каких-либо приукрас, без обмана говорит тебе, у тебя была мелочь, и я ее решил. У Юры очень хорошая черта – это честность. Да? Я сам всегда за честность, я думаю, ты тоже. Не думаю, ты уверен, я уверен, что ты тоже за честность. Именно это всегда было нашей ценностью, да, честность. Мы всегда честно относились к своей работе, мы всегда честно говорили, что как и есть. Как бы не было больно иногда признавать, но самая главная ценность – это честность. А в наше время в этом мире честности стало все меньше и меньше. Поэтому мы хотим топить. Открыто. Да, мы будем топить, хоть нас осталось мало, но мы всегда будем топить до последнего. Нас осталось мало, и именно по этой причине мы сейчас хотим объединиться, чтобы был такой плотный фундамент из честных, добросовестных и порядочных ребят, которые действительно искренне, от чистого сердца занимаются тем, чем занимаются, и которые любят свою работу. Качественно, да, качественно. Потому что если ты любишь свою работу, тебе очень трудно не предоставить услугу качественно, правильно? Правильно. Ну, кайф. Кулачок.